Привет, армия! Зимний воздух резко обжигал кожу, холод проникал сквозь слои пальто и шарфов, оседая глубоко в костях. Каждый вздох поднимался в ночь тонкой белой дымкой, медленно растворяясь под сиянием огромных светодиодных экранов, бесконечно мерцавших над улицами. Неоновые огни тянулись по небу, словно беспокойный океан красок, а внизу плескалось море людей, тысячи и тысячи, плотно сбившиеся в кучу в самом сердце города. Шаги шаркали, телефоны поднимались, объективы камер блестели, а голоса сливались в один непрерывный гул ожидания. И все же посреди этого безумия имело значение только одно имя. Одно имя переходило с губ на губы, от шепота к скандированию, к эмоциональным крикам, разносимым холодным ветром – BTS. Но даже среди этого легендарного имени, в ту конкретную ночь выделялась другая фигура, спокойная, теплая, неторопливая и бесспорно магнетическая. Ему не нужно было привлекать к себе внимание или гнаться за славой. Свет, казалось, следовал за ним сам собой. Этой фигурой был Ким Тэхён. Февраль 2026 года в Нью-Йорке позже войдет в историю как один из самых необычных дней Святого Валентина в современной поп-культуре не из-за экстравагантных вечеринок, эксклюзивных гала-вечеров знаменитостей, скрытых за бархатными ограждениями, или впечатляющих фейерверков, а из-за чего-то гораздо более простого, тихого и почти невероятно человеческого. Среди светящихся рекламных щитов и бесконечной цифровой рекламы Таймс-сквер Тэхён вышел вперед. Не было ни торжественного появления, ни драматического объявления, лишь мягкое движение, когда он шел к центру, слегка засунув руки в пальто, оглядывая толпу. Тысячи фанатов одновременно затаили дыхание. Затем, мягко, голосом теплее зимнего воздуха вокруг них, он сказал: «С Днем Святого Валентина». Вот и все. Ни конфетти, ни взрывов света, никакой театральной кульминации. И все же, в ту самую секунду произошло нечто необыкновенное. Шум исчез, не постепенно и не затихая, а внезапно, словно кто-то поставил мир на паузу. Тысячи людей замолчали одновременно. Город, который никогда не спит, остановился, пусть даже всего на мгновение. Позже корейские развлекательные порталы назовут это Валентином, изменившим повествование. То, что произошло той ночью, было не просто появлением или фан-сервисом. Это ощущалось как нечто совершенно иное, культурный момент, тихое заявление, воспоминание, которое отказывалось исчезнуть. Наблюдатели со всего мира начали говорить об этом. От Парижа до Токио, от Лос-Анджелеса до Сеула, писатели, кураторы, профессоры и критики задавали один и тот же вопрос: как что-то настолько простое может иметь такой огромный глобальный резонанс? Как одна единственная фраза, произнесенная тихо, могла заставить замолчать целую площадь? Тэхён всегда был известен своей теплотой, глубоким баритоном, который ощущался не столько как звук, сколько как утешение, и художественным вкусом, тяготеющим к тонкости, а не к шуму. Но в ту ночь на Манхэттене он, казалось, открыл новую главу своего влияния. Одна за другой появлялись красные розы, и сотрудники осторожно раздавали их фанатам ARMY. Ярко-красные на фоне бледного зимнего воздуха, цветы прекрасно контрастировали с холодной обстановкой. Руки тянулись вперед, одни неподвижно, другие дрожали. Камеры запечатлели раскрасневшиеся лица, не только от холода, но и от эмоций, слишком тяжелых, чтобы их описать. Некоторые смеялись, некоторые тихо плакали, а некоторые просто смотрели, пытаясь запомнить каждую секунду. В глубине души все понимали, что это не просто очередное событие. Это была ночь, о которой будут говорить еще много лет спустя. Затем появилась небольшая, неожиданная деталь. Некоторые розы нельзя было сорвать. Сначала фанаты подумали, что это сценический реквизит, украшения, прикрепленные к декорациям. Но когда они попытались их сорвать, и они не сдвинулись с места, ни на йоту, замешательство распространилось. Затем последовал смех, потом любопытство и, наконец, понимание. Послание казалось почти поэтическим: не всю любовь можно удержать, но ее все еще можно почувствовать. Простая идея, но она надолго осталась в памяти. Международные СМИ быстро начали анализировать символизм. Куратор в Берлине назвал это перформативным искусством.
Профессор в Лондоне описал это как доказательство того, что поп-айдолы теперь действуют в символических пространствах, когда-то предназначенных для концептуальных художников. Некоторым это показалось преувеличением. Другим же это показалось вполне логичным. Тэхён всегда общался по-другому. В эпоху, одержимую цифрами, стримингом и мгновенной вирусностью, он выбрал тихое воздействие. Он не кричал и не боролся за внимание. Он просто существовал, и каким-то образом этого было достаточно. Наблюдатели индустрии в Соединенных Штатах назвали этот вечер подтверждением места BTS, особенно Тэхёна, в центре мировой культуры. Азиатская волна больше не стучала в дверь, она уже была внутри, вела, формировала и определяла. В городе, который часто называют столицей глобального капитализма, южнокорейский художник стоял под светом софитов и заставил замолчать тысячи людей шепотом. Это была неудача. Это была история. Изменение риторики. И на этом вечер не закончился. Во время непринужденной беседы Тэхён упомянул о своем восхищении Джин Доусон. Для поклонников альтернативной музыки это имя имело вес: искаженный рок, сырой рэп, мрачные эмоциональные текстуры и экспериментальные звуки, которые редко вписывались в поп-структуры. Когда Тэхён заговорил о ней, что-то изменилось. Поисковые запросы взлетели, форумы загудели, и повсюду распространились предположения. Был ли это намек на новое направление? Будет ли он исследовать что-то более смелое и непредсказуемое? Аналитики назвали это кураторским моментом, точкой, когда артист перестает просто выступать и начинает формировать сам вкус. Интересно, что фанаты отреагировали не со страхом, а с уважением. Рост казался ему естественным. Художественное любопытство было искренним. А искренность всегда находит отклик. В Южной Корее освещение вечера было теплым и гордым. Многие помнили его долгий путь от стажера с большими мечтами до мировой культурной фигуры, стоящей в центре мира. Тем не менее, он выглядел непринужденным, все больше ощущая себя комфортно в своей роли. Даже красные костюмы, которые BTS надели в тот вечер, казались продуманными, символизируя смелость, страсть и уверенность. Освещение было драматичным, но сдержанным. Все выглядело тщательно продуманным, но ничто не казалось искусственным. Культурный антрополог описал этот момент как современный ритуал. Таймс-сквер превратилась в общественное эмоциональное пространство, где незнакомцы из разных слоев общества одновременно разделяли одно и то же чувство. В центре стоял Тэхён, не как символ власти, а как связующее звено. Отели были заполнены, рестораны переполнены, а социальные сети взорвались от активности. Но за цифрами и экономическим эффектом оставалось нечто более глубокое – связь. Для ERMY, которые стояли там на холоде, это было не просто шоу. Это было личное. Они чувствовали, что их видят, признают и ценят. Простое приветствие напомнило им, что связь между артистом и фанатом реальна, человечна и интимна. Возможно, в этом и заключается величайшая сила Тэхёна, не только его голос или внешность, но и его способность заставлять миллионы людей чувствовать себя личностями. К тому времени, как ночь медленно стихла и огни Таймс-сквер вернулись в нормальное состояние, движение возобновилось и ритм жизни города не изменился. Однако что-то все еще витало в воздухе, тихая уверенность в том, что небольшой кусочек истории уже написан. Не громко и драматично, а тихо, словно шепот, который каким-то образом распространяется дальше, чем крик. Тэхён не гонится за вниманием публики. Внимание публики ищет его. И в мире, который с каждым днем движется все быстрее, он идет спокойно, уверенно и размеренно. Для многих людей во всем мире это тихая сила, истинная форма глобального влияния.